Друзья, всем привет! Готовлю торт Потсдам. Торт состоит из пористых бисквитных коржей с кофейной пропиткой, взбитыми сливками, доведенный до состояния умеренного суфле на желатине и молочного шоколада в качестве обсыпки. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В белки всыпаю весь сахар, вымешиваю на высоких оборотах миксера до устойчивой меренги, которая стабильно держится на лопастях миксера. Вот такая плотная меренга получилась после взбивания. В отдельной емкости вымешиваю желтки, чтобы они стали пышные и светлые. В меренгу вливаю вымешанные желтки. Обе смеси недолго перемешиваю на низких оборотах миксера. Добавляю муку, крахмал, какао-порошок просеиваю через сито. Всыпаю разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешиваю все миксером, не включая его, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись в стороны. Затем включаю миксер на низкие обороты и перемешиваю. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно вымешиваю тесто до однородности. Форму для выпекания с предварительно вытянутой пекарской бумагой смазываю сливочным маслом по бортам. Вливаю все шоколадное тесто. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Желатин заливаю водой, перемешиваю и оставляю набухать. Для пропитки в горячую воду добавляю кофе и сахар. Перемешиваю, чтобы сахар полностью растворился в воде. Выпеченный бисквит оставляю на решетке до полного остывания. А затем убираю в холодильник, чтобы он охладился. Холодный бисквит разрезаю на 3 бисквитных коржа. По данному рецепту коржи получаются очень нежные и пористые. Для крема в сливки всыпаю сахарную пудру. Вымешиваю на средних оборотах миксера. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Продолжаю вымешивать миксером до стабильного крема. Добавляю коньяк и, не прекращая взбивания, вливаю чуть теплый желатин в сливочный крем. Как только крем становится плотным от желатина и преобразовывается в сливочное суфле, прекращаю взбивание. Первый бисквитный корж, установленный пористой стороной вверх, пропитываю кофейным сиропом с помощью кисточки. Выкладываю сливочное суфле и распределяю его по выпечке. Сборку торта необходимо делать в темпе, так как желатин быстро схватывает сливочный крем. Распределять крем можно как лопаткой, палеткой, так и широким ножом. Сверху укладываю второй бисквитный корж и проделываю идентичные манипуляции, собираю торт. Друзья, пока я собираю торт, буду очень благодарен, если поставите лайк и оформите подписку. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует публиковать больше проверенных и стабильных рецептов со всеми нюансами приготовления и полезными рекомендациями. Финишное суфле окончательно выравниваю удобной палеткой по торту. В качестве завершенного декора обсыпаю торт молочным шоколадом, который я предварительно натер на крупной терке. Фиксирую шоколад палеткой, чтобы он не осыпался. Торт получился очень вкусный и нежный. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.